В этом выпуске Beam Engine Drive. Кай теряет фару. Очень-очень даже хорошо. Вот смотрите, фара отлетела, так фара хорошо. Кай выражает свое почтение. Мое почтение вообще абсолютно. Кай теряет холодильник. Важно, ему главное довести свой холодильник на дачу, но холодильник он, к сожалению, теряет. Это и многое другое вы увидите в этом выпуске Beam Engine Drive. Друзья, меня давно очень сильно мучил вопрос. Мне бы хотелось узнать, насколько надежен АвтоВАЗ, если он будет падать, ну, вот с небольших вот таких вот расстояний, как здесь. Смотрите, вроде первый, да, порожек у нас прошел очень-очень даже хорошо. Вот смотрите, фара отлетела, так фара хорошо. Вот, но что будет дальше, потому что трасса у нас очень длинная. А здесь я еще поставил рампы, чтобы, знаете, чтобы им жизнь медом не казалась. Теперь давайте поглядим в лучах солнца, как себя поведет девяточка. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, вроде... нет, все, смотрите, колесико потеряла. Заниженная пятерочка. Еще и тонированная, между прочим. Да, ребятки, я верю, вы хотите такую. Но в наших тестах занижения подвески ничем хорошим не заканчивается. Посмотрите, она уже трет днищем об асфальт. То есть ей уже тяжело, а впереди, друзья, рампы. Я не думаю, что она рампой переживет, если честно. Ну давай, кляча, давай, 50 километров в час. Давай, сможешь ты хоть что-нибудь здесь? Баба! Ой-ой-ой-ой-ой! Да. Ну, однако, смотрите, она в принципе живая, да, если бы подвеску хозяин данного авто не опускал, то, глядишь, она и дальше бы выжила, но все, видите, все, колесу хана. Колесико хоть и вращается, но уже ушло почти в салон. Хижак прямиком из автошколы ДСААФ, да. Я, кстати, в каком-то видео говорил, что на таком же ИЖ, скорее всего, ваш дедушка сдавал экзамен. Ну, а теперь этот ИЖ сдает экзамены у Кая. И посмотрим, насколько хорошо он сдал. В прошлом видео с лесенкой показал он себя очень хорошо. Ух ты, нифига, в замедленной съемке-то прикольно как выглядит. Но тут самое главное испытание — это рампы. И рампы она, слушайте, по всей видимости проходит, но летит в девяточку. Так, девяточку она облетает. Так, здесь у нас пятерка заниженная. О, все, мощности у ежа не хватило. Все, дальше он не поедет. Видите, задние колесики не крутятся. И это обычная стоковая восьмерка, да, не заниженная, не завышенная, как, опять же, в предыдущем видео. Но, я думаю, она даст себя, так сказать, проявить. И, кстати, я хочу сказать кое-что интересное, да. У нас здесь будет одна черная лошадочка, о которой вы узнаете в самом конце, поэтому ненавязчиво рекомендую, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Так, а что у нас с восьмеркой-то? Так она привод сломала. Вот, посмотрите, все, вроде бы она как бы, да, живая. Колесики вращаются, но два привода сломаны. И это у нас переднеприводная машина, и она, к сожалению, не поедет. Вот они, две красные линии, две красные палки приговора для этой машины. Лада Приора, смотрите, опять же, пацанская для пацанов, чуть-чуть побогаче предыдущих, тонированная вся, но смотрите, как едет, а. Но главное, смотрите, у этого владельца данной машины хватило ума ее не занижать, но подвесочка все равно жестковато, да, и главное, чтобы она прошла снова рампы. Давайте, какой хороший полет, однако, развесовка, мое почтение, вообще абсолютно почти без всяких повреждений проходит. И смотрите, она превращается в кабриолет. Офигеть, мы теряем крышу. Офигеть, я первый раз вижу, чтобы у машины от кочек проваливалась крыша. Скорее всего, перекрашена. Да, скорее всего, перекрашена, иначе как объяснить, что крыша сгнила. Так, смотрите, мы повредили радиатор, теперь машинка у нас будет перегреваться. Ну, с крышей, конечно, да, это что-то с чем-то. Но обратите внимание, нифига себе она едет, я скажу, да, медленно. Вот здесь вторая передача. Смотрю, ей тяжело, но в принципе, чуть-чуть молоточком там подработать, чуть-чуть молоточком здесь подработать. Ну и машина-то как новая будет, да, а из крыши можно люк сделать. Все, правильно, главное искать легкие пути. Но, ребят, в наших тестах легких путей не бывает. И вы посмотрите сейчас, с какой высоты она шлепнется. Бабах! Вот это да! Ой, все, а колесики-то все, и привод-то мы повредили опять же. Вот смотрите, опять же красная палочка, это значит приводу хана. Прямо из-под полиции. Посмотрите, какая красивая, девственная машина, но уже нет, к сожалению, нет. И я думаю, знаете что? Она себя покажет, потому что из-под полиции машины, ну, они должны, по крайней мере, быть хотя бы надежными, чтобы, знаете,
выдерживать вот эти погони и тому подобное. Но и у нас рампа, друзья. Смотрите, сколько здесь уже могила из автомобилей просто лежит. И, по-моему, колесам хана. Да, смотрите, опять же, 2 привода накрылась, и машинка вот приуныла. Смотрите, как у ней мордочка вниз опустилась. И легенда советского и российского автопрома. Это Нива, но это не просто Нива, это дедушка приехал. И здесь ему на самом деле не важно, ему главное довести свой холодильник на дачу. Но холодильник он, к сожалению, теряет. Но из-за того, что он немного слеповат, да, он, увы, ничего не видит. И как ни в чем не бывало, продолжает ехать дальше. Сетует он там внутри на плохие дороги. Но на самом деле дороги здесь у нас Beam Engine Drive плохие всегда. А конкретно данный дедушка, да, немного заговорился, попал на испытание, на гонку, на выживание, на эту адскую трассу, да, на эту адскую трассу с порогами, вернее. Адских трасс у нас было много, а вот трасс с порогами почти не было. Так, смотрите, дедушка-то у нас каков, а? Чё Нива-то творит? Ну давай, выберись отсюда, выберись, ну. Блин, к сожалению, Нива выбраться не смогла, да, и упала вниз. Ребят, а вот это и обещанная темная лошадка, Мерседес тех же годов 90-х. И давайте поглядим, насколько немцы приспособлены к дорогам такого класса. Смотрите, первый удар, все, крыша подмялась, да. Так, здесь мы, ну, слушайте, прыгаем неплохо, да, колесики, правда, мы поставили поширше, вот они, с хорошим таким основанием, чтобы... чтобы помогать отрабатывать подвески. Смотрите, что сейчас будет. Не, ну слушайте, нормально. Блин, нормально. Немного, слушайте, повредили поддон двигателя. Ну, этому немцу вообще, я думаю, по барабану будет. Это у нас вообще, по сути, неубиваемый Мерседес. Можно сказать, танк, городской танк. Ездят они, я вам скажу, даже и по сей день. И чувствуют себя очень-очень хорошо. Обратите внимание, у ней просто вдавливается крыша. Если у Приоры, да, ну, относительно новой машины, крыша, скорее всего, сгнила, то здесь, несмотря на почтенный возраст, да, этого дедушки, крыша остается еще целой, и она просто вминается. Слушайте, Мерс вообще не чувствует дороги. Сейчас вот будет побеждать, скорее всего, уже будет побеждать это рекорд Приоры, да, Приора у нас чуть дальше разложилась. Ну-ка, нет, ну что, Приору-то проехали, что ли? Я что-то не пойму. Не, вон Приора, блин, ребят, мы прям в нее летим так. Слушайте, управление не теряет. Нормально, смотрите, от Мерса-то почти ничего не осталось. Вон, ох, вот это отстрелы. Видели, там огонечек был. Нормально пойдет, давайте сбоку поглядим уже. Бабах. Обратите внимание, смотрите, только сейчас заметил, двигатель выбивает капот. А капот-то держится, ребят, так уже скоро финиш. Неужели? Да я не верю. Старый немец победил весь АвтоВАЗ. Блин, мое почтение, ребят. Поставьте лайк и подпишитесь за канал за этого немца. А здесь ему сюрприз. Здесь бездорожье, да ему и вообще по барабану. Ребят, смотрите. Блин, он едет. И вот он финиш, ребят. Он доезжает. Нифига себе. Слушайте, да и чувствует себя, в принципе, более-менее. Рулится, да, вперед-назад. Передачи включаются. Да, немного перегрелся, но, блин, там герметиком подлатать это и все. И как новая машина будет. Ну, ребят, вот такой вот я решил устроить выпуск, да, таких вот огромных камней, катушек в этот раз не было. Если хотите по катушке поставить, посмотрите мое предыдущее видео. Блин, оно просто зажигательное, почему-то набирает крайне мало просмотров. Вот, ну, а на сегодня все. Те, кто досмотрел до конца, обязательно подпишитесь на канал. Делаю для вас, стараюсь, очень крутые видео по Beam Engine Drive. Ну, а на сегодня все на этом. Всем удачи, всем пока. Друзья, в общем, я решил проверить, давно меня эта мысль мучила, а что насчет надежности? Нет. Насколько они надежны, если их поставить... Если они... Раз, два, три.